Привет, 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 песеры, с вами Морж. 100 лет у меня не было рубрики «Попиздим», самого песа уже как бы не существует, есть у нас eFootball, поэтому футболяем, наверное, не знаю. В общем, как всегда такое подкастовое видео. Хочу рассказать, что я почувствовал, что я вообще сейчас вижу в игре. Я, если честно, в небольшом ахрене. На фоне у вас будет матчик из дивизиона. Да, все-таки пошел я в дивизионы. Несмотря на то, что награды мне оттуда абсолютно не нужны. Все, что можно купить в нашей игре за ГП, у меня есть. Тем не менее, здесь попался земляк с 6-го дивизиона, я на этот момент был в 5-м, вот, с названием команды Украина, поэтому почему бы и нет на самом деле. Матчик на фоне, ну а я с вами хочу поговорить... Ой, господи, хочу я с вами поговорить про eFootball 2022 Mobile, и мне кажется, что скоро это станет ругательством, вот, на самом деле, потому что реально после похода в дивизионы, после этого четверга, после изменения опять каких-то механик игры, я вообще не представляю на самом деле, как в это играть. Ну и само собой отвечу на ваши вопросы. Во-первых, да, до сих пор некоторые люди не могут установить, ребят, в принципе, с проблемой разобрались. В чем дело? У вас должна быть 64-разрядная система. Да, у вас могут подходить системные требования, но если у вас 32-разрядка, то никаким образом вы не поставите. Как оказывается, PES у нас игра топ-уровня, с графикой топ-уровня, и она требует топ-устройства, так сказать. Поэтому, к сожалению, да, многие люди, у которых не слишком сильные телефоны, особенно это касается самсунгов, самсунги обычно стоят дорого, а вот по производительности не особо хороши. Поэтому да, те люди, у которых не самые сильные Samsung, к сожалению, отвалятся из нашей игры. И, в принципе, Konami таким образом теряет достаточно большой пласт аудитории, ну, гораздо больший пласт она теряет, собственно, своим релизом 22-й части. Я вам много рассказывал про 22-ю часть на ПК, то же самое было в консольной версии, говорил, что у нас будет то же самое, и честно, ребят, я абсолютно был уверен, что у нас будет то же самое. Но что Konami настолько обострется, то есть я и так всегда вам говорю, это обостриши. От них хорошего ждать, ну, не особо. Вот, тем не менее, тут уровень дна был не просто пробит, а он пробит еще и на 10 лет вперед. В чем проблема? В чем проблема для меня сейчас мобильной версии? Опять же, один из самых популярных вопросов под видео: Морж, как играть товарищеские матчи? Ребят, а никак, их нету. У нас выходит онлайн-игра, которую делали, сука, 2,5 года. То есть они 20-ю часть сказали, нам нужен год минимум, поэтому 21-я будет просто сезон-апдейтом, чтобы сделать классную 22-ю. Мы такие, окей. Потом 2 года они ее делают, потом осенью они обсираются, говорят, нам нужно еще полгода. И в итоге они выпускают онлайн-игру, где нет товарищеских матчей. У меня глаза на лоб лезли. Вот просто, да я в ахрене полнейшем. Как можно таких людей нанимать на работу? Как можно им еще умудряться платить зарплату? Ну хотя, логичный пример, те, кто подписан на мой телеграм, ссылку на него, кстати, оставлю в закрепленном комментарии, видели, что я сегодня утром опубликовал, что сегодня у нас, не сегодня, вчера, конечно же, что вчера у нас первый этап охрененного киберспортивного турнира, который никому не интересен. И что вы думаете? Через 2 часа Konami выкатывает. Пожалуйста, заходите на нашу трансляцию, получите, пожалуйста, 500 eFootball поинтов, 500 этих конченых ебалов. Это не то, что копейки, это просто подачка нищему. За них ни хрена не купить. Вот. Тем не менее, миллионы людей зайдут. Я сам заходил на эту трансляцию, и там просто в чате несется комментарий за комментарием. 500, 500, 500, 500, 500. Понятно, что люди пришли за eFootball поинтами. Вот только у меня один вопрос: нахера вы это пишете? Там не надо ничего писать, на эту трансляцию нужно просто зайти и выйти, и все. Вот, ну ладно, это уже дело людей. Тем не менее, таким образом они набивают себе статистику, а потом инвесторам, ну или там штабу генеральных директоров показывают: смотрите, наше киберсостязание очень-очень интересно людям. Посмотрите, тут будет 500 000 просмотров, а может 1 000 000 просмотров. И все, они оправдались. Никакие инвесторы не будут лезть в цифры и разбираться, каким образом эти просмотры набиты. Причем Konami, как суки, тут еще и поступают. Они могли бы накрутить просмотры, да, это стоит денег, но нет, они используют нас, давая нам вот эту вот подачку для нищего, 500 этих eFootball поинтов, реально за которые ни хрена не купить. По-моему, сколько сейчас тренер на 1000 опыта стоит? По-моему, где-то 500 он и стоит. Короче, это тренер на 1000 опыта. То есть они нам, не давая ни хрена, тем не менее, делают из нас зрителей и оправдывают свое вот это вот конченое, абсолютно конченое состязание, которое нахрен людям не нужно. В игре огромное количество проблем. Вот. Они оправдывают вызов киберспортсменов. Там читаешь биографии ребят, пацаны там по 6 лет киберспортсмены по eFootball. Заходишь на его YouTube канал, там 20 000 подписчиков. Ты думаешь, ух, как всем насрать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, просто что вы делаете. Тем не менее, нам что выкатили по продукту?
Товарок нет. Часто тоже вопрос, можешь, каким стилем играешь. Тут вы сейчас вообще будете ржать. Короче, я специально, вы знаете, у меня несколько аккаунтов. Я попрокачивал везде разные стили. Ребята, и что я вам хочу сказать? Они не работают. Как бы смешно это ни звучало, вот это вот нововведение Konami, которое нам в принципе должно бы было нравиться, да, оно не работает. Что ты играешь контроль мяча, что быструю контратаку, что еще, ни хрена не работает. Вот у меня сейчас стоит быстрая контратака, у меня защита должна быть глубоко, но нет. Она практически на центре поля где-то тусит. То есть и игроки бегают, открываются не как при быстрой контратаке, а как при том же контроле мяча. То есть сейчас какой бы стиль ни выбрал, да, возможно это починят когда-нибудь там в будущем через, ну, зная Konami, если они за 2,5 года даже товарки не сделали, может года через 3 эти стили заработают. Может быть, если очень сильно повезет. На ПК, кстати, они работают. Вот. Но на данный момент, какой бы стиль вы ни выбрали, команда играет одинаково. И я со сколькими ребятами не разговаривал, говорю, что у тебя по стилю? У нас тупо все один в один. То есть вот эти вот все заявленные стили, вот эти все нововведения просто банально не работают. Дальше. Ой, тут еще интересней. Тоже стили, но, как вы понимаете, теперь не команды. Как вы понимаете, теперь игроков. И они тоже не работают. Что самое интересное, они тоже, сука, не работают. У меня вон левый защитник Эрнандес, я специально его брал. На ПК они, блин, хоть как-то работают, хоть чуть-чуть. Но, тем не менее, там тоже с этим проблемы. У меня левый защитник Эрнандес, у него стиль обороняющийся защитник. Вы знаете, ну, я вам рассказывал уже, что Крайк с таким стилем дальше центра поля в принципе не идет. Он постоянно на своей половине, то есть я старался максимально укрепить защиту. Хрен там, у меня Эрнандес несется вперед, шо конченый просто. Он постоянно где-то тусит возле штрафной противника. Райкард сейчас якорь, ему похрену, он в каждой атаке участвует, он иногда дальше, чем Левандовский забегает. Поэтому стили игроков абсолютно точно тоже минус. По стрелкам, честно, не скажу, но что-то у меня складывается ощущение, что и стрелки. И вот этот баф от стиля команды, если вы набиваете себе 100, что игрок получает +3 к общему рейтингу, мне кажется, что это не работает вообще ничего, ну в принципе никак. Я не знаю, каким образом это можно было сделать, но тем не менее, сколько вот матчей я наиграл, просто никакого ощущения нет. Ну, пасы в разрез, я думаю, никому не нужно рассказывать, те, кто играл в дивизионы, стало им бой полнейший. Если игрок убегает, все, ты его уже не догонишь, там просто сливай воду. Игра в защите, тоже крайне популярный вопрос. Ребят, я сам не знаю, как играть, у меня такая жопа в защите. У меня игроки бегают мимо мяча. У меня игроки падают на ровном месте, просто не совладая с телом. Ну а что поделать? Мальдини, величайший капитан Милана, ну просто он еще не научился немножко на своих ножках твердо стоять, поэтому он может бежать и упасть. Он может промахнуться мимо мяча, он может посмотреть, как мяч мимо него прокатится. Да какая разница, 97 там рейтинг, 95 или 99. Вот такой вот у нас теперь футбол. Как играть в защите, я сам не понимаю. Я стараюсь прессинговать вторым игроком, ну и первым игроком стараться как-то перекрыть передачу. Если повезет, может даже что-то перехватят. Если не повезет, ну сосну скорее всего. И, к сожалению, типа такое на постоянке, то есть, не знаю, возможно, опять же, что-то там патчами поправят. Надеюсь на 16 число, надеюсь, что хоть что-то изменится. Но пока для меня это крайне неиграбельно. Вот это просто крайне неиграбельная игра. Я в нее захожу. Я понимаю, что мне нужно там накатать дивизионы, чтобы вам какие-то матчи показать, тот же обзор записать, про те же схемы, возможно, рассказать. И я понимаю, что если я играю больше 2 матчей, у меня потом руки трусятся. У меня руки просто от нервов трусятся, я готов развалить свой телефон и попить валерьяночки, ну или чего покрепче на самом деле. Дальше, контракты. С контрактами вообще неясная хрень. Да, с одной стороны нам оставили легенд, с другой стороны, как бы, типа, теперь думай, как ими играть. Футбол Point эти брать негде. Ну вот разве что на трансляциях, ага, по 500. Всего лишь 50 трансляций посмотрел, и у тебя целый контракт на месяц на целую одну легенду или икону. Выносливость. Жопа полнейшая. Я не знаю, как у вас, у меня команда к 60-й минуты просто мертвая нахрен. Тут, чтобы нормально играть, нужно не 3 замены делать, а 11. И тогда, может быть, что-нибудь будет. Да, по заменам это тоже отдельная вафла. Когда делаешь замены, блин, у меня обычно они хрен перетаскиваются, игроки просто из резерва, просто в команду. Их постоянно нужно зажимать, оно постоянно лагает, постоянно багует. Короче, ребят, на самом деле, я вам советую, не играйте больше, чем 2-3 матча в день в эту игру. Вот серьезно. Сейчас нервы дороже. Я
может я такой впечатлительный, но хрен его знает. Гандикап душит, игра неудобная, ни хрена не работает, наград достойных нет. Зачем на это тратить нервы на данный момент, я не знаю. Надеемся на патчи и надеемся, конечно же, что все будет хорошо. Свое мнение по поводу этого всего, что тебя бесит максимально в этой игре, конечно, жду в комментариях. С удовольствием почитаю. На этом прощаюсь, парни с Украины. Спасибо за товарищеский матч. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.